Пару дней нашего испанского отпуска мы провели вне Барселоны. 3 часа на поезде, и вот мы уже на вокзале Валенсия-Норд. Самое яркое впечатление оставил не исторический центр города, не научный центр и не всемирно известный аквариум, а небольшой парк в бывшем русле реки Турия. В отличие от традиционных зоопарков, клеток в биопарке нет, и вся территория выполнена в концепции Zoo Immersion, заключающейся в помещении посетителей в среду обитания животных, а не наоборот. Вольеры в биопарке искусно имитируют естественную среду обитания своих постояльцев. Тут отсутствуют прямые углы, бетонные стены и железные клетки. Вместо них животных от посетителей отделяют скалы, ручьи, пруды и деревья. Работники парка тщательно воссоздали и фауну, привычную животным. Что примечательно, тут нету разделения по видам, присвоенных бородатыми мужиками пару сотен лет назад. Парк разделил питомцев по ареалам их обитания. Тут есть африканская саванна, экваториальные леса, глубокие пещеры и остров Мадагаскар. Но главная отличительная черта биопарка – это то, что, подобно дикой природе, внутри своих ареалов животные проживают бок о бок. Знаешь, с какой стороны у зебры больше полосок? С какой? С внешней. Не общайся со мной больше. Ну что, ему понравилось? Наверное, не дошло. Эй, зебра, я сказал, с внешней. Дошло? Естественно, совместное обитание реализовано в разумных пределах. Хищники в парке изолированы и сожителями не кормятся. Тропы для посетителей петляют и извиваются вокруг цельных вольеров, то ныряя под них, позволяя рассмотреть подводную жизнь. То наоборот, поднимаясь высоко над землей. Я тебя жду. Смотри, кто идет. Джулия, не уходи. Один из таких мостов позволяет посетителям покормить молодых жирафов прямо с рук.
пещерах стоит практически полный мрак, максимально приближая условия к привычным для их обитателей. Перед вами трубкозубы. Они спят спокойно, зная, что надежно застолбили первое место в алфавитном списке животных. Мышка там бегает, смотри, проходит. Незадолго до нашего визита в зоопарке произошло небольшое чудо. У самки гориллы родился детеныш. Подход к вольеру был ограничен, но заснять кормление младенца мне все-таки удалось. Также мне в объектив попалось мое собственное чудо появления на свет. Увидели? Давайте посмотрим поближе. Просто изумительно. Кстати, чудо зачатия тоже получилось заснять. Безусловным венцом парка является Мадагаскар. Как и свой большой брат, Мадагаскар в биопарке изолирован от остальной территории и населен уникальными видами лемуров. Глядя на них, таких хрупких и беззащитных, и в то же время абсолютно счастливых и беззаботных, невольно приходят мысли о том, как бесчеловечно держать их в клетках.